Вот я сам прикинул, вот оптимальное 90 километров, когда едешь, вот это самый оптимальный расход топлива, ну, литры на 100 километров по соотношению расхода на скорость. Если начинаешь топить больше, и у меня в среднем выходит, ну, средний за на 100 километров показывает, ну, вернее, вообще средний, показывает 10,3. Если это как начинаешь топить больше, потому что при этом мгновенно, когда расход показывает, даже под 8 бывает, в зависимости от дороги. Под 80 бывает. В шестую воткнул, темпомат включил, круиз контроль включил, и все. И там под 7 даже выскакивает. В зависимости от ландшафта, как туда бот. Машин теперь нет. Поставил, я несколько раз включал, обалденно, что такое вообще отдыхал. Это еще. Ну если больше топишь, я 120 больше я не ехал. В предыдущем кемпинге там была 120 набираешь, и написано прикручен, прикручен лимит скорости. Здесь такого нет. Я не проверял, но по спидометру 120, а по навигации очень разница. Там есть там 4 километра, кто не проверял. Руль здесь можно опустить или поднять. Ну, вернее, высунуть на себя или опустить ниже. Он вверх-вниз как-то вот так вот не поднимается. Кондиционер не автоматически его врубаешь, и контроль выбираешь сам. Он механический. Показываю. Навигации в системе нет. Так вот, все ездят через CarPlay. Ну вот, в принципе, как думаю, что все в эта система вот эта вот Bluetooth. Ну, так себе. Я бы сказал, даже троечка с натягом. Слышно, и они меня слышат, но вот, ну, в общем, не Toyota. Я бы так, если на кого не наезжать, еще больше не оскорбляю. Я бы по пятибалльной системе, так, по троечку. То, наверное, с натягом бы оценил. Что-то мы попали, блин, за 2 фуры. Ну, вот, как бы, наверное, и все по этому нашему нынешнему путешествию. Может, что-то и упустили. Да, нема что добавить. Он как все рассказал. Ты же не можешь балакать, да? Гонечка где? У меня под ногами. Да? Да. Красавец. Бонифаций нашел место. Это не давали УЗО, не были внимательны, пожалуйста. Что? Ну, он все время ж туда хотел. Не, ну он не мешает, я ж поэтому и удивился, что под ногами у меня нету под педалями, а именно под креслом лежит. Ну, он тоже Бонифаций наш путешественник, но уже чувствуется, что устал, потому что только остановился, затянул ручник или поднял это, все, стоит возле двери, надо ему уже на улицу. Да, не будет, лишь бы. Да, лишь бы отсюда. И то был так волновался, там как-то стоял, там тяжело дышал, а сейчас сразу бах упал и не шевелился. Да, Бонифаций? Не разговариваем мы с вами. Не разговаривал, опустил, все. И лежит там. Еще шептать, давай это шоколад. Замурил. Что ты будешь разговаривать и есть? Я сейчас быстренько съем 2 раза. Это важный чувак, такой затяжной это,
Поехал фуру обгонять. Красавец. ЦЗ! Ура! Вкусно. Блин. С орешками. Даже 90 не едет. Ну, там написано 80. Внизу. Даже он 60 едет. Он осторожный. Ему некуда спешить. Надо его будет обгонять. Что-то серьезно. Вот он вон аж туда притопил уже красный. Ему достало это вот плестись. Который его обгонял. Да-да-да. Из матрицы, что ли, вылезли все. Сейчас, если будет подъем, мы его обгоним. Шоколадка вкусная, пипец. Больше нет. Да, есть, ты просто больше дать не можешь. У тебя дома Мила есть. Да? Мила. Я ее не ел, не надо со мной делиться. Нет участка такого видительного сильного, чтобы видно было. Сейчас раз и чуть-чуть что-то прижался. Зараза. Не судьба. Хороший такой день, участок нужен было.